在历届天才战中，类似的实力也极为罕见。Вселенский турнир гениев дошел до своей кульминации. Ло Фэн показал невероятную мощь и талант, войдя в четверку лучших. Теперь нас ожидает сражение Ло Фэна против сильнейшего в этом состязании – бога смерти Боланя. Кстати, битва с Ай Чэнь тоже была потрясающей. Ее навык остановки времени чуть не погубил Ло Фэна. В финале приняли участие четверо – Ло Фэн, Болань, Уука и Лун Юнь. Также был определен противник Ло Фэна – Бо Лань, имеющий титул бога смерти, а соперником Ууки стал Лун Юнь. Бо Лань определенно является несравненным гением, более сильным и ярким, чем многие другие участники. Он освоил два закона. Один – закон происхождения ветра, а другой – закон происхождения пространства. Для большинства гениев освоить хотя бы один закон уже является достижением, а полностью понять его еще труднее, но Бо Лань постиг сразу два закона. Начинается ожесточенная борьба. Однако по сравнению с оригиналом в аниме внесены значительные изменения, что невольно заставляет задуматься, сможет ли Ло Фэн победить. Ведь в книге Ло Фэн не занимал столь высокое место, и его соперником был не Бо Лань, а Лун Юнь. Тем не менее, в анимации Ло Фэн сражается с Бо Ланем в напряженной битве, что, несомненно, приносит зрителям больше сюрпризов и ожиданий. Однако у Ло Фэна есть шанс на победу. У него мощная сила воли и боевые навыки, которые позволяют ему проявлять невероятную силу в ключевые моменты. В предыдущих боях он многократно побеждал сильных соперников благодаря своему уму и смелости. Болань и Лун Юнь – фавориты турнира, их сила и стратегия окажут значительное влияние на исход соревнований. В предстоящих боях они могут стать серьезными препятствиями на пути Ло Фэна к чемпионству. Конечно, помимо выступлений участников, зрителей интересует результат соревнований и дальнейшее развитие сюжета. Сможет ли Ло Фэн одержать победу? Получит ли он право войти в изначальную вселенную? Соперник Ло Фэна, Бо Лань, не только познал два закона, но и научился их мастерски сочетать. Основная характеристика закона ветра – это скорость и способность контролировать воздушные потоки. Есть поговорка, что в мире боевых искусств непобедима только скорость. Высокая скорость дает огромное преимущество. Первоначальные законы пространства позволили Бо Ланю перемещаться в пространстве и создавать различные ловушки. На самом деле, если бы у Ло Фэна был выбор, он бы предпочел избежать встречи с Бо Ланем. Но раз уж они столкнулись лицом к лицу, Ло Фэн решил выложиться на полную. Ука проиграла Лун Юню. Она также обладает силой и большим талантом. Ей повезло больше, ведь ее соперником был не Бо Лань, а Лун Юнь. Лун Юнь – очень сильный воин, носящий тяжелый мех. Он намеренно скрывал свою силу, и только в финале битвы гениев многие осознали, что Лун Юнь действительно способен дойти до конца. Хотя Уука сильна, Лун Юнь еще сильнее, но до этого он не показывал свои козыри. Теперь же он использует всю свою мощь. В конце концов, Уука потерпела поражение. Но что можно сказать о битве Ло Фэна и Бо Ланя? Как вы думаете, кто победит? Напишите свои ставки в комментариях. Жаль, что несмотря на все усилия, Ло Фэн не смог стать чемпионом. В финале турнира Ло Фэн проиграл Бо Ланю, который и стал чемпионом. Почему можно сделать такой вывод? Из трейлера видно, что Ло Фэн сражался не только с Бо Ланем, но и с Укой. Исходя из этого, можно предположить, что Бо Лань победил Ло Фэна, а Лун Юнь – Ууку. Таким образом, за третье место сразятся Ло Фэн и Уука, а за первое – Бо Лань и Лун Юнь. В оригинале Уука занимает третье место, но в аниме возможно, что Ло Фэн победит. Только двое лучших войдут в изначальное пространство, а те, кто займут места с 3 по 10, попадут в царство Истока. Просто Ло Фэну не повезло встретиться с Бо Ланем. В другом случае он мог бы занять второе место и попасть в изначальную вселенную. Однако создатели также наделили Ло Фэна невероятной выносливостью. Даже когда он был серьезно ранен, он все равно продолжал сражаться с полной силой. К сожалению, даже применив свои самые мощные техники, Ло Фэн проиграл. А что вы думаете о предстоящей битве? И ждете ли вы фильм по Пожирателю звезд? Напишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и всем пока!